Меня зовут Анна Поповцева, мне 21 год. Меня зовут Баяндина Екатерина, мне 24. Что ж, у меня мои предки, моя мама, бабушка, дедушка и так далее и тому подобное, они являются российскими немцами. В принципе, российские немцы заселили нашу землю после приказа Екатерины II, манифест. Вот, и заселили российские земли. Потом уже после Великой Отечественной войны, вернее, во время Великой Отечественной войны, немцы, Поволжье и другие немцы были депортированы, понятно, по национальному признаку. И вскоре, когда эта вся война прошла, уже началось повторное, так скажем, возвращение, либо же, опять же, есть программа о поздних переселенцах, которая по-прежнему работает, и в основном она была популярна, начала свою популярность в 90-х годах. Если говорить, например, в частности про мою семью, то прадед был депортирован с территории Поволжья, это компактное поселение на тот момент. В 1941 году, как и все, 28 августа 1941 года, это для нас памятная дата, каждый год мы ее отмечаем. Это Траурихтаг, день траура, где мы, конечно же, отдаем память нашим ближним, которые были депортированы. В частности, те, кто проживали именно на территории Поволжского региона, это Саратовская область, Волгоградская область, они все были депортированы в Казахстан или в Сибирь. Поэтому, это мы говорим в частности, про моих родственников. И уже после того, как оказались в Казахстане, они могли, их переселяли по работе. Да, тоже могу сказать, что мои родственники тоже были депортированы именно в Казахстан и проживали до Великой Отечественной войны в селе Бальцер, то есть сейчас ныне это Красноармейск, была немецкой колонией. Что ж, могу сказать, что моя бабушка очень любила, когда мы праздновали, вернее, даже прабабушка, бабушка, во время Рождества, у нас это на немецком называется Weihnachten, она очень любила, мы всей семьей очень любили делать венки, что называется Weihnachtskranz. Вот. И говоря о традиционных блюдах, очень часто по-прежнему мы готовим нудельзуппе, что в переводе означает вермишелевый суп. Разумеется, глинтвейн, это, думаю, все знают, что это. И также крепель. Это такой пончик, который посыпан сахарной пудрой, очень простой и очень вкусный. Наверное, это вот самые такие главные прямо традиции нашей семьи. Наверное, для меня все-таки это будет Пасха, не знаю почему, но почему-то у меня всегда Пасха вызывала такое какое-то детское, радостное событие. Рождество, конечно, это тоже очень важный праздник, особенно подготовка к Рождеству, это самое, не знаю, такое душетрепещущее, прям приятное такое время подготовки, потому что начинается все еще в ноябре. 24 дня мы отсчитываем адвент-календарь. Я думаю, сейчас все знают про адвент-календари. Вот. Это, собственно говоря, 24 дня отсчета до начала Рождества. Вот. Моя мама, когда я была маленькая, она мне вместо адвент-календарей покупала киндеры, потому что адвент-календарей не было. Поэтому я помню, что она мне купит этот ящик этих киндеров. Я их каждый день открываю в декабре, в конце ноября, радуюсь каким-то маленьким подарочкам. Казалось бы, какая глупость, но воспоминания об этом до сих пор такие трепетные, и я всегда, когда смотрю, прохожу, вижу киндер, мне хочется его купить только потому, что это напоминает мне о детстве. У нас есть пермская кухня, есть русская кухня в целом. Можете ли вы назвать то, что вам очень нравится касаемо пермских блюд или, возможно, русской кухни? У меня есть такое любимое, я не знаю, как оно называется, честно, но такие пирожки с черемухой внутри. Вот я прям очень сильно их люблю, мне прям нравится этот типа джем внутри с черемухой. Я даже не знаю, как они называются. Я знаю, что их продают у нас тут на Пермской. Ой, да, не знаю, я очень люблю тоже выпечку, посекунчики, шанишки. С детства их ем и всегда, когда только вижу, покупаю их. Так, сейчас я учусь в Пермском нашем университете государственном. Учусь на лингвиста-переводчика, поэтому тема культур, тема языков мне очень, так скажем, близка. Вот, сейчас занимаюсь... У меня, кстати, второй язык как раз-таки немецкий. Вот, практикую его. Вот, мне кажется, да, стоит изучать язык своей культуры. Также, так скажем, являюсь волонтером в Центре иностранной культуры у нас.
знакомлюсь с разными ребятами, с разными народами, обмениваемся таким культурным опытом. Вот мне это очень интересно, очень интересуюсь. Ну и как бы сама работаю, так немножко подрабатываю переводчиком с английского, с немецких языков. Также преподаю. На данный момент я занимаюсь общественной работой. В частности, недавно я стала председателем молодежного клуба «Лихштраль» города Перми. Я очень часто помогаю в обществе нашей Пермской региональной общественной организации «Видергебурт», поэтому вы меня там можете встретить, не знаю, практически каждый день. Ну, точно. Вот. Ну, ребята, которые постоянно приходят в общество, они меня видят там. Где-то я там бегаю, что-то убираю, где-то что-то подмазываю. Вот. Мы популяризируем нашу историю, мы рассказываем о традициях наших семей. Мы все-таки говорим о немецком языке как о Hochdeutsch. Конечно же, у нас есть изучение, курсы, Да, и конечно. Аня является одним из участников разговорного курса, например, немецкого языка. Также у нас еще есть танцы. Как Катя сказала, да, мы изучаем традиции, изучаем праздники, изучаем в том числе историю, религию, кем были наши предки, про современную тоже, про современных российских немцев. Вот у нас очень интересно. Да, у нас очень много всего есть. Ну, в частности, да, как культура, она такая неотменная часть в связи с тяжелым прошлым. Нам тяжелее сохранять, я бы сказала, историю, культуру, так как мы все равно больше адаптируемся к русской среде, к российской, и говорим на языке, мы все-таки выросли, мой первый язык русский. Я не могу говорить там, потому что у меня у дедушки был первый язык русский, его первый язык был немецкий. Мой уже русский, у моей мамы уже первый язык русский, поэтому тут язык теряется, и здесь очень важно всегда его поддерживать, и, собственно говоря, этим сейчас и занимаюсь. Вот. Хочу, чтобы ребята молодые, которые приходят к нам в общество, которые приходят со своими корнями, узнают о них, они понимали, откуда они, что они из себя представляют, в смысле, ну, что они могут здесь получить, и как им себя больше узнать, это самопознание, это все-таки очень важно. Вы также отметили, что занимаетесь танцами. Это какие-то народные танцы? Ребята занимаются чем? Они танцуют немецкие различные танцы, в том числе и германские, но и российских немцев. То есть неотменно это и полька, и шуплатен. Они очень любят, я не знаю, это мальчики, они хлопают, так бегают, себе по ладошкам хлопают, да, а девочки крутятся вокруг, ходят и просто крутятся. Это интересные танцы, мне кажется, это очень хорошо для ребят, которые хотят больше активности. Вот язык может быть не очень интересный, но вот такие этнокультурные паузы, они и хорошо добавляют человеку таких знаний. Мне кажется, это просто весело, хорошо и приятно, это часть твоей культуры, и мне кажется, каждый должен знать Мне хотя бы кажется, в один. основном, да, по танцам как будто бы сразу узнают, так скажем, какую-то культуру, не только по костюму, но и по танцам. Можете ли сказать, какое у вас было открытие лично для себя с точки зрения своих традиций и культурных особенностей? Ну, наверное, какие-то, может быть, то, что для меня казалось нормальным, оказалось, что это не совсем нормально для остальных людей. То есть, да, то, что в семье было, оно же такое, об этом сильно не говорили, то есть мы не говорили в открытую, там, мы, российские немцы, языка нет, соответственно, нет такого какого-то разделения, ну, ты на русском и на русском говоришь. Соответственно, когда дело заходит о том, что я чем-то отличаюсь от других, это очень тяжело было понять. Ну, тот же самый, например, Рождество, да, пока с другими детьми ты не расскажешь им о том, что тебе мама дарит 24 киндера на Новый год в рождественское время, то, конечно, ничем не отличалась. Не сказала, что каких-то таких прям отличий нет. Ну, по крайней мере, у меня, когда я была очень маленькая, вот моя бабушка с дедушкой, они жили в России, и они рассказывали, так скажем, про традиции своей культуры. Потом они эмигрировали в Германию, и как будто бы немножко начало это смываться. Я уже, так скажем, и позабыла о том, что во мне не только русская кровь, например. Вот. И со временем, когда они снова вернулись, рассказали как раз-таки, что у нас есть российское общество, общество российских немцев. Так скажем, они проложили вот этот путь моего, так скажем, познания своей идентичности. Поэтому, наверное, для меня это было культурное открытие. В принципе, то, что у нас есть общество, где помогают, где всегда тебе рады, где вы обмениваетесь какими-то знаниями и опытом. Можете отметить какую-то свою личную цитату? Возможно, это можно назвать каким-то девизом по жизни на немецком языке. No, machen das. Это переводится «просто сделай это». Круто. Не
знаю, мне просто не пришло именно на немецком, надо долго думать. Вот эти 3 слова, я думаю, что ну, везде есть аналоги. Just do it, ну, machen das, просто сделай это. Очень сильные слова. Также, не знаю, хотела бы отметить такую цитату: лучше сделать, но пожалеть, нежели сожалеть о том, что не сделал. То есть нужно всегда открывать для себя новые возможности, не бояться ошибаться, не бояться пробовать. Вот мы не ошиблись, мы находимся в этом интервью, мы попробовали этот прекраснейший проект «Этнопермь». Мне нравится, есть такое историческое у нас, называется шпрух. И один из шпрухов, он в моей голове вот 24/7. Вот как говорят, заедает пластинка, вот заедает. На шпрухе было написано «Süße Träume». «Süße Träume» — это «сладких снов». И это было напротив, то есть это было в историческом музее, он висел напротив подушечки, то есть над кроватью. И вот я всегда думаю об этом, и думаю, что я вот хочу тоже такую сделать штучку, вот, наверное, «сладких снов». Небольшая ремарка: шпрух — это такая картинка, да, вышитая вот как раз-таки вот этим изречением. Выглядит очень красиво. Чаще всего они были религиозные, но Да. вот это меня именно задело, то, что вот просто от сладких снов. Можете рассказать, в чем важность сохранения традиций, в чем ценность этого и в целом сохранение идентичности народов? В принципе, когда мы забываем традиции, как будто бы забывается и народность. Очень важно действительно сохранять свои традиции, делиться с ними. Ну, конечно, было бы еще намного круче, если бы и туда добавился и язык. Вот. И, наверное, да. Равнодушие к своему этносу равно забвение. Ну, мы говорим о саморазвитии как о части себя, да, о самопознании. И именно самоидентичность, как мне кажется, такая одно из наших главных направлений. Это прослеживается в виде ассимиляции народов. Российские немцы, видите, были таким немножечко народом, который проживал на территории страны и не был так сильно внедрен с другими народами. То есть они проживали в своих отдельных колониях. У них были свои образовательные учреждения, у них были свои церкви, и это было одно из условий, когда они переезжали, что у них будет своя религия, это не поддается никакому изменению. Я думаю, что в связи с этим, даже несмотря на то, что история очень длинная, и российские немцы переезжали еще в XIX веке на территорию России, и еще в XVIII веке, несмотря на это, они сохраняли свой язык. И сейчас, когда у нас нет такой уже такого большого народа, где мы живем в одной большой такой колонии, деревне, где мы ходим по Дорфу, я не знаю, в наших любимых национальных костюмах, все вместе, то, конечно, мы все равно соприкасаемся с другими народами, и хотим, не хотим, мы забираем у них какие-то слова, вещи, даже в языке российских немцев тоже прослеживается, что где-то забирали русские слова. Почему вы решили участвовать в проекте «Этнопермь»? В чем для вас важность этого? Вот вы сказали, в чем важность сохранения традиций, но вы сами стали частью сохранения этой традиции и решили принять участие в «Этнопермь». Почему? Так скажем, наш этнос российских немцев не для всех известен. В основном люди удивляются: как так, как так? Хочется, чтобы о нас знали больше. И, разумеется, я человек очень общительный, и мне очень интересно общаться с людьми. Вот даже вот я сегодня собрала целую коллекцию, так скажем, фотографий с разными ребятами. Вот. И для меня это прям настоящее удовольствие. Знакомиться, обсуждать какие-то, может быть, стереотипы даже касательно народов, так скажем, их разоблачать, эти стереотипы. И непосредственно новые знакомства. Вообще мне отправили ссылку и сказали, давайте примем участие. Я считаю, что это отличная возможность, во-первых, показать людям, что российские немцы все еще здесь живут, потому что мы не так, наверное, активны, особенно молодежь. Вот. Поэтому мы бы хотели себя показать, сказать, что мы здесь есть, мы готовы к сотрудничеству, к дружбе, Да. и будем очень даже рады принять участие в любых других проектах. Да, разумеется, это было бы очень здорово.